Всем привет, меня зовут Мила. Милые мастера, вы смотрите вторую часть мастер-класса по пошиву рюкзака. Всего это будет 3 части, в каждой из которых в описании под видео вы найдете в бесплатном доступе выкройку. Также я оставлю ссылку на плейлист. Я собрала там все видео, которые помогут вам сшить такой рюкзак. Сегодня буду шить переднюю часть рюкзака, карман. Расскажу, как правильно и ровно разместить его на рюкзаке. На эту деталь я буду пришивать карман. Она состоит из 2 частей: верхняя джинсовая, нижняя подкладочная. Первый раз я ее криво сшила, и у меня остались дырки от швейной иголки. Чтобы не перекраивать плащевку, второй раз я соединила эти ткани планочкой. Карман сшит из искусственного меха под тигра. В первой части я рассказала, как я его делала. Сейчас нужно пришить на верхнюю часть кармана молнии, а внизу на подкладке и на меховой части зашить выточки. Молния у меня шириной 4 см, а ее полезная площадь пружинная середина сантиметр. Но перед тем, как вшивать молнию, мне еще нужно закрыть с внутренней стороны швы. Сделаю это вручную, чтобы они у меня замкнулись. Черная блестящая ткань – это обычный трикотаж, тонкий. Я его приклеила на флизелин и соединила им мех, потому что у меня это были полосы, и нужно было как-то выкручиваться из положения, чтобы это смотрелось все красиво и гармонично. И захотелось добавить немного блеска, чтобы рюкзак выглядел по-праздничному. На меховую часть молнию я уже пришила, и нужно закрыть теперь все это подкладкой. Подкладку я буду пришивать, ориентируясь на первый шов, которым я пришивала молнию. Когда буду пришивать на машинке, подкладка у меня будет снизу, а иголка будет идти прямо по этому первому шву. Так подкладка вшивается ровно, и когда вы вывернете, первый шов, которым вы пришивали молнию, его с лицевой части видно не будет. Сначала иголочкой соединяем середину, потом идем влево и вправо, тоже соединяем все иголочками, потом прошиваем. Теперь по окату этого кармана нужно высечь ткань в форме треугольничков. Даже если вы не будете шить карман из меха, все равно нужно сделать высекание ткани, чтобы при выворачивании подкладки у вас скругленная часть кармана легла хорошо и не топорщилась. Теперь выворачиваем подкладку и обрабатываем верх кармана. Нужно там проложить любую отделочную строчку. Прошиваем вместе с подкладкой, фиксируем все ткани. На своем кармане я сделала декоративную строчку с помощью пряжи для вязания черного цвета, пришив ее швом зигзаг на швейной машине. Таким образом у меня мех хорошо примялся и не будет попадать в бегунок. Теперь нужно проложить по нижней части кармана строчку, соединив подкладку и лицевую часть. Вторую половину молнии нужно обработать косой бейкой, именно косой бейкой, чтобы у нас круглая часть кармана хорошо легла. Выкраиваю ее шириной 4 см, один край на всякий случай обработала зигзагом. Но впоследствии мне это не понадобится, потому что все уйдет в шов, потом все покажу. Пришиваем на молнию с одной стороны. Теперь по всей длине молнии вместе с обтачкой делаем надсечки. И потом я ее подгибаю и прокладываю наметочный шов ручной. Вы скажете, зачем ты это насекла и потом все это закрываешь? Какой толк с этого? Милые мастера, поверьте, толк есть. Я на собственном опыте убедилась в этом. У вас обтачка скроена по косой, надсечки сделаны, и это даст хороший окат нашего кармана. Беечка будет тянуться, потому что она косая, надсечки есть, все будет отлично. Ну, если вы мне не верите, попробуйте сделать иначе и убедитесь. У вас пойдет стяжка просто ткани, когда вы будете пришивать карман. Он не будет вот так вот выкладываться ровно. Теперь соединяю обе половинки молнии бегунком, прогоняю его по всей длине и
вытаскиваю. Нужно, чтобы оба конца молнии были в закрытом виде. Теперь заново ввожу бегунок и оставляю его посередине. Но, пожалуйста, внимательно смотрите, кому вы шьете рюкзак. Правша человек или левша. Для левши, конечно, нужно с другой стороны вгонять бегунок. Я правша, я его делаю справа налево. Теперь самый ответственный момент в рюкзаке. Нужно максимально ровно, правильно пришить этот карман на переднюю его часть. Потому что это все-таки лицо рюкзака. Это первая деталь, которая бросается в глаза. Я расчерчиваю в свободном порядке верхнюю часть. Как хотите, на 3 см квадратами, на 5. Главное, чтобы была четко середина и 2-3 линии проложены на любом расстоянии друг от друга. По ним вы будете ориентироваться. Вы себе делаете своеобразные маячки. Я в свое время по-разному пыталась пришить этот карман, чтобы он выглядел красиво и ровно. Даже обводила просто выкройку кармана на передней детали и по ней пришивала. Но мне не нравилось визуально, как это выглядит. Ну, кривовато это было, ну, как-то топорно. Но вот пока я не начала расчерчивать переднюю деталь и по ней не пришивать, ну, мне все не устраивало. Возможно, вы найдете какой-то другой способ пришивать ровно карман на переднюю его часть. Теперь начинаем все скалывать иголочками. Начинаем с нижней части. Сначала скалите середину, потом идите в левую сторону, потом в правую. После этого переворачиваем карман и начинаем скалывать верхнюю его часть. Точно так же начните с середины, потом идите либо в левую сторону, либо в правую сторону. Ориентируйтесь на свои маячки, которые вы для себя заботливо начертили. Смотрите, как это выглядит. Вы замеряете линейкой расстояние от кармана до края и смотрите, ровно ли у вас сходятся обе части, чтобы сантиметры совпадали. Если что-то не совпадает, откололи иголочку, подтянули где-то или наоборот затянули. Ну, смотрите, все это получается легко и просто. После того, как вы убедились, что у вас все ровно, все перемерили 150 тысяч раз, теперь уже можно либо сразу под машинку, либо наметать. Я наметаю сначала, потом еще раз все проверю. И только после этого проложу строчки. Не забывайте, что строчки нужно проложить 2. Одну вы прокладываете по самому краю обтачки, вторую прокладываете в шов, там, где вы пришили саму обтачку. Я вам советую сначала пришить по верхней части кармана шов. Проложили, потом открыли молнию и срезали лишнее у косой бейки. Далее закрываете этот шов, прокладывая второй уже в шов, которым пришита сама косая бейка. И так у вас вот этот срез бейки останется между 2 швами. И когда вы будете расстегивать карман и пользоваться им, у вас будет внутри все чисто и ничего торчать не будет. Но смотрите, делайте, как вам больше нравится. Но я вот в этот раз сделала так. Не забывайте, что внизу мы тоже прокладываем строчку, вынимаем иголочки и срезаем лишнюю молнию. У меня молния толстая, срезаю ее долго и нудно, но все-таки я с этим справляюсь. И заключительная работа по этой детали. Нужно посадить ее на подкладку. Пришиваю ее на машинке. На сегодня работа закончена, машины зачехлены и можно отдыхать. Но вы не забудьте, что вам еще нужно подготовить выкройку. Кто это не сделал, пожалуйста, посмотрите в описании под видео. Там есть ссылка. Я вам это напоминаю. Пожалуйста, скачайте ее, либо начертите, как вам будет угодно. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам сшить самый прекрасный и красивый рюкзак себе, либо на подарок. Желаю вам прекрасного предпраздничного настроения. Всех люблю, всех целую. Всем пока.